100-й уровень – это величайшая цель любого мастера на боевом континенте, но далеко не каждый даже становится титулованным, не говоря уже о том, чтобы стать богом и подняться в божественное царство. Самый простой способ прорваться на 100-й ранг – он исследовать положение другого бога и стать его преемником. Можно, конечно, пытаться своими силами, как это сделал морской бог, но для этого понадобится тысячи лет. Кстати, Танчень тоже был способен самостоятельно стать богом. В божественном царстве, как и в мире людей, есть своя иерархия. Есть главные боги, а есть второстепенные. Также они делятся на классы по уровню сил. В огромной вселенной боевого континента боги – это существа из более высоких измерений, которые обитают на более высоком плане, чем смертные, и являются самыми сильными существами в своей изначальной вселенной, которая находится в многомерной вселенной. Другими словами, существуют группы богов в своей вселенной, но также множество других вселенных могут иметь совершенно другие миры, и жизнь там будет отличаться. Итак, боги живут в божественном царстве, которое не видно для обычных людей. Там существуют свои правила и законы. Например, есть закон, что в течение определенного времени смертный, ставший богом, должен оставить свой дом и подняться в мир богов. Это предстоит сделать Тансану, Сяову и монстрам Шрека, когда они станут богами. Танхао и Аинь тоже поднимутся в божественное царство. Они оба станут богами второго класса. В мире боевого континента цель каждого существования, будь то планеты или живого существа, состоит в том, чтобы пройти эволюцию. И это достигается за счет увеличения размеров или силы. В чем разница между обычными существами и теми, кто эволюционирует? Переходя в более высокие измерения, они начнут понимать существование многомерного пространства, в котором они находятся. Вот почему такие планеты, как планета боевого континента, багровый план и планета лошади дракона, могут содержать жизненную энергию выше самой Вселенной. Все они прорвались из третьего измерения в четвертое. Почему мы говорим о других измерениях? Потому что чем больше сила бога, тем более высокие измерения он понимает. Вообще, после 99-го ранга начинается самое интересное. Но что идет дальше, после 100-го ранга? Можно ли достичь 101-го уровня, 105-го и так далее? Мастер, достигший 100-го ранга, становится богом-офицером и может иметь одно божественное кольцо. Это самое начало развития в божественном царстве. Боги-офицеры считаются самыми слабыми, но могут стать сильнее. Уровень от 100 до 110 соответствует богу третьего класса. Они могут иметь 3 божественных кольца. Ранг 110-120 – это боги второго класса, которые имеют 5 божественных колец. К таким относятся бог еды Оскар и богиня 9 цветов Нинранрон. Даймубай и Джуджуцин тоже станут богами второго класса, 120 ранга. Уровень со 120 по 130 – это боги первого класса. Они имеют 7 божественных колец. К таким относятся морской бог, Ракшаса и ангельский бог. Но есть боги посильнее. От 130 по 150 ранг идет классификация король-полубог и король-квазибог. Имеют 8 божественных колец. Ну и самый интересный и сильный ранг 150+. Это бог-король, сильнейший в божественном царстве. Он также возглавляет божественное царство сам или с другими богами уровня короля. Он может иметь 9 божественных колец и понимать 5-е измерение. Тансан Асура впоследствии станет богом-королем и будет сильнейшим в своем божественном царстве. Так называемая божественность – это сублимация после того, как жизненная сила человека достигла уровня, аналогичного уровню природных элементов многомерной вселенной. Это значит, что существо достигло того уровня, чтобы подняться из трехмерного существования в четырехмерное, которое находится над вселенной смертной. Определение Бога не является реальной концепцией, а просто чем-то, к чему высшие существа причисляют себя. Таким образом, вершина существования для людей с множества планет сформировала Вселенную более высокого измерения, которое является Божественным Царством. Кажется немного запутанным, но если разобраться, все становится на свои места. В будущем мы побольше узнаем о мире богов. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы поняли концепцию Божественного Царства во вселенной боевого континента. Подписывайтесь на канал и всем пока.